дорогие подписчики и зрители канала Гироскоп Шоу. С вами, как всегда, я, Равиль. И знаете, давно у нас не было путешествий, давайте это исправим. И первое место, куда мы с вами отправимся, известно своим великолепием, невероятной красотой и гигантским масштабом. Встречайте, Гранд Каньон! Гранд Каньон – один из глубочайших каньонов в мире и один из самых необычных геологических объектов нашей планеты. Включенный в число 7 природных чудес света, Гранд Каньон был объявлен национальным парком в 1919 году. Это одна из знаменитейших достопримечательностей Соединенных Штатов Америки. Ни одно описание не может по-настоящему подготовить человека к масштабу и величию этого огромного ущелья, уходящего вдаль. Насколько может видеть глаз, грандиозным комплексом каньонов, водопадов, пещер, уступов и оврагов. Кажется, что Гранд Каньон всегда выглядит по-новому, а солнечные лучи и тени от пробегающих облаков заставляют скалы постоянно менять оценки цветов в изысканной гамме от черного и пурпурно-коричневого до бледно-розового и голубовато-серого. Южный край Гранд Каньона – самое популярное место, поскольку сюда можно легко добраться с шоссе, идущего параллельно краю каньона. Здесь расположены несколько смотровых площадок, проложены туристические тропы. После одной единственной поездки сюда начинаешь понимать, почему это место так популярно и почему оно считается уникальным чудом природы. На втором месте в нашем списке находится самая необычная гора. Главной ее особенностью является наличие человеческих лиц на ее поверхности. Мне кажется, вы уже догадались. Это гора Рашмор. Гора Рашмор – громадный своими размерами монумент, произведение искусства и чудо инженерной мысли одновременно. Историка Дуана Робинсона часто называют отцом горы Рашмор. Робинсон поделился своей идеей со скульптором Гуденом Борглумом, известным созданием высеченных изображений на камне. Успешной реализации проекта способствовало правительство США, которое выделило первоначальные средства в сумме до $250 тысяч и создало Национальную мемориальную комиссию «Гора Рашмор». Борглум приступил к работе в 1927 году и продолжал ее 14 лет, вплоть до своей смерти в 1941. Гору Рашмор преобразовывали с помощью динамита. Стоимость работ составила почти $1 миллион, что являлось громадной суммой денег по тем временам. Гигантские бюсты президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна олицетворяют собой не только первые 150 лет истории США, но и напоминают о том, что создание памятника такого масштаба требовало инженерно-технического и строительного ноу-хау. Автор монумента использовал различные механические инструменты и технику взрывных работ для достижения своей цели. Каждое лицо достигает высоты свыше 18 метров, при этом все они высечены с мельчайшими деталями. Полвека после завершения гора Рашмор остается одной из наиболее известных символов Америки, а Национальный мемориал ежегодно посещает около 3 миллионов человек. На последнем третьем месте расположилась величественная статуя, выполненная в виде гигантского мифического существа. И это Сфинкс египетский. Каждая цивилизация имеет свои символы, которые считаются неотъемлемыми частями народа, его культуры и истории. Сфинкс Древнего Египта – бессмертное доказательство могущества, силы и величия страны. Немое напоминание о божественном происхождении его властителей, канувших в века, но оставивших на земле образ вечной жизни. Сфинкс египетский известен всем и каждому жителю на земле. Памятник вырублен из монолитной скалы, имеет тело льва и голову человека, по некоторым источникам фараона. Длина статуи составляет 73 метра, высота 20 метров. Памятник много раз оказывался под покровом песка и был не раз отреставрирован. Статуя была полностью очищена от песка только в 1925 году, поразив воображение жителей планеты своим масштабом и размерами. До сих пор предназначение статуи Сфинкса не выяснено, но легенды о нем говорят следующее. Чудовище обитало недалеко от Фив, подстерегало людей и задавало им странный вопрос. Кто из живых существ утром передвигается на 4 ногах, днем на 2, а вечером на 3? Никто из дрожащих от страха странников не мог дать Сфинксу вразумительного ответа, после чего монстр приговаривал их к смерти. Однако наступил тот день, когда мудрый Дип смог разгадать его загадку. «Это человек в детстве, зрелости и старости», — ответил он. После этого сокрушенное чудовище бросилось с вершины горы и разбилось о скалы. Вот и все, выпуск подошел к концу. Ну а я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если вы у нас впервые, а также оставляйте ваши комментарии и вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки будут в описании. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока.